В СПЧ предложили лишить мигрантов бесплатной медицины, а их детей – бюджетных мест в школах и детсадах. Россия должна стать дорогим удовольствием для иностранцев. Ужесточение миграционной политики России давно назрело, решать проблему мигрантов следовало намного раньше. Об этом заявил эксперт Яков Кедми. Бастрыкин все же достучался, в последнее время Госдума заметно активизировалась. Было принято сразу 4 закона, направленных на противодействие незаконной миграции. Их вступление в силу приведет к абсолютной строгости и неотвратимости наказания. А ценные специалисты как один заговорят на русском языке. Все это и обсудим в нашем выпуске. Портрет идеального мигранта нарисовал глава СПЧ Валерий Фадеев. Национальность неважна. Образование в наличии. Культура на уровне. Радикальная накачка мозгов отсутствует. Требования, прямо скажем, незаоблачные. Однако, чтобы именно такие иностранцы приезжали в Россию, всю миграционную политику придется менять в корне. Госдума свой ход уже сделала, утвердив пакет законов, ужесточающих миграционный режим. Правозащитники же предлагают сделать Россию дорогим удовольствием для иностранцев. Общественники думцам решили помочь и подготовили свою аналитику по миграционной ситуации в России. Валерий Фадеев презентовал в среду доклад СПЧ. В нем 4 раздела – здравоохранение, образование, труд и безопасность. Главное, на что упирают правозащитники – работодатели должны сами заботиться о приезжих сотрудниках. Не нашли специалиста в России? Захотели иностранца? Вот сами за него и платите. Мы до сих пор не понимаем, сколько тратим на медпомощь мигрантам и их семьям. Таких расчетов нет, признал Валерий Фадеев. Чтобы не тонуть в расчетах, правозащитники предложили другой вариант – возложить на работодателей обязанность покупать медицинскую страховку для каждого мигранта на срок его трудоустройства, но не менее чем на 1 год. Без повышения ответственности работодателя мы не добьемся решения миграционной проблемы, уверен глава СПЧ. Фадеев похвалил парламентариев за новый закон, ужесточающий правила приема экзаменов у мигрантов. Но у этой медали тоже нашлась оборотная сторона. Правозащитники сами попытались интереса ради пройти тест, который сдают иностранцы. Не прошли. Вопросы по основам русской культуры и истории там такие, что нужна ученая степень, чтобы дать правильные ответы. Нужно создать для мигрантов небольшую брошюру с общими понятиями о том, как и чем мы живем. Предложил Валерий Фадеев и пояснил, объемом она должна быть не толще правил дорожного движения. Ни у кого ведь не возникает негатива по поводу необходимости их учить, прежде чем сесть за руль. А если бы ПДД по объему были как большая советская энциклопедия, что было бы в стране с аварийностью? Отдельная проблема – дети мигрантов. Львиная доля из них по-русски не говорят. Девочек родители зачастую не отдают в школу специально из религиозных соображений. Комплексной проблемой для системы школьного образования стал приток детей инофонов, слабо владеющих, либо вообще не владеющих русским языком. Их зачисление в общие классы создает трудности для учителей и других учеников, которые вынуждены отставать от программы. Заявил глава СПЧ и добавил, что такие дети не социализированы и рискуют оказаться вовлеченными в этнические анклавы. С анклавами, кстати, специалисты пока сами не понимают, как быть. Ряд экспертов предлагают ограничить численность мигрантов, проживающих на единице площади. Но это как-то не очень с точки зрения прав человека. Однако необходимость разобщать радикалов с прокачанными мозгами налицо. Что бывает, если этого не делать, мы все уже увидели. В российских колониях то и дело начали происходить то теракты, то побеги с подкопами. Есть проблема, что заключенные, будто бы мусульмане, а на самом деле радикалы с прокачанными мозгами кучкуются. Их надо разобщать, расселять, констатировал Валерий Фадеев. Возвращаясь к проблеме неговорящих по-русски детей-мигрантов, глава СПЧ указал на нюанс в законодательстве, который многие упускают. Да, в Конституции говорится о праве каждого на среднее образование. Но там не сказано, что школа обязана взять ребенка, не знающего русского языка. В такой ситуации право на получение образования никто у маленького мигранта не отбирает. Просто реализовать его можно будет лишь тогда, когда он научится изъясняться на одном с учителем и одноклассниками языке. Для решения проблемы авторы доклада предлагают установить требования об обязательном прохождении тестирования на знание русского языка до зачисления таких детей в школы. Принимать ребенка или не принимать, решение должно оставаться за самой школой по итогам тестирования. Не сдавших тест отправят на языковые курсы.
Здесь тоже есть нюанс, тратить бюджетные средства на создание таких курсов не планируется. Разработчики инициативы предлагают сделать их платными за счет самих мигрантов или их работодателей. Коммерческими могут стать и места в детских садах и школах для приезжих из других стран. Такая мера понизит фактор доступности России как не просто комфортного, а фактически бесплатного места для жизни. При этом принципиально важно, что никто не говорит о необходимости разделять мигрантов по национальному признаку. Речь идет только о том, чтобы в Россию приезжали люди культурные и образованные с нужной квалификацией. Не должна национальность быть критерием приема на работу, резюмировал Валерий Фадеев. Ужесточение миграционной политики России давно назрело, решать проблему мигрантов следовало намного раньше. Об этом заявил военно-политический эксперт Яков Кедми. Россия последовательно ужесточает контроль мигрантов, особенно выходцев из республик Центральной Азии. Поворотным моментом стал теракт в Крокус-Сити-Холле, который устроили граждане Таджикистана. С марта фильтрация въезжающих в РФ иностранцев становится все жестче, а внутри страны идут постоянные проверки мигрантов с целью поиска нелегалов и нарушителей. Особое внимание правоохранители уделяют выявлению и ликвидации схем незаконной легализации, например, продажи сертификатов о знании русского языка и трудовых патентов. Кедми считает, что вопрос мигрантов в РФ назрел давно, но в руководстве до последнего думали, что проблема решится сама собой или не приведет к серьезным последствиям. Заняться нелегалами и контролем миграционных потоков, по мнению эксперта, решили, когда последствия подобного закрывания глаз вышли за все допустимые пределы. Одна из проблем современной России, что многие проблемы просто решили пустить на самотек, пока не убедились, что нельзя ничего в государстве, особенно таком сложном, как Россия, пускать на самотек. Когда эти проблемы стали перерастать все рамки и границы, когда они стали представлять серьезную угрозу, ими, наконец, решили заняться, выразил мнение Кедми. От мигрантов в России требуют только одно – соблюдать все правила и законы страны, куда они приезжают жить и работать. Но даже эта задача оказывается непосильной для некоторых гостей. Часть иностранцев предпочитает работать неофициально и не оформляться. А многие сохраняют эту привычку даже после получения российского паспорта. Особенно новые граждане боятся постановки на воинский учет, поэтому сотрудники полиции первым делом обращают внимание на это. Надо было решать с самого начала, упорядочить вопросы миграции, упорядочить вопросы получения российского гражданства. Ограничения давно уже назрели. Слава богу, начали сейчас. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но в более упорядоченном государстве такие проблемы пытаются решить еще до того, как они назрели, а не когда они уже превращаются в настоящий нарыв, считает Кедми. Основная часть трудовых мигрантов приезжает в Россию из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Жители этих стран любят мечтать в соцсетях о смене РФ на Европу, но сделать это слишком трудно, поэтому таджики, узбеки и киргизы продолжают тысячами ехать в российские города. Госдума пошла в наступление. Сразу 4 закона, направленных на противодействие незаконной миграции, было принято недавно. Их вступление в силу, по словам вице-спикера Ирины Яровой, возглавляющей специальную комиссию, приведет к абсолютной строгости и неотвратимости наказания. Не обязательно глубоко изучать изменения в так называемом мигрантском законодательстве, чтобы обратить внимание на то, что они касаются. В первую очередь не самих приезжих нелегалов, а многочисленных пособников, посредников и прочих недобросовестных чиновников, жирующих на мигрантах. Наконец-то выбран правильный вектор, а именно борьба с причиной, а не со следствием. А главная причина незаконной и неконтролируемой миграции одна – это, как известно, коррупция. Теперь же крышу мигрантов отправят за решетку. Отныне, согласно статье «Организация незаконной миграции», последует минимальное наказание – 2 года лишения свободы. Однако, если преступление совершено организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, то грозит уже от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Ужесточены законы за фиктивную регистрацию и любые формы пособничества нелегальной миграции. Но это еще не все неприятные новости для всевозможных посредников, наживающихся на иностранцах. Наконец, ценные специалисты как один заговорят на русском языке. Возможно, они и прежде были не против добросовестно отнестись к его изучению. Но зачем? Зачем, если за сравнительно небольшую сумму можно было купить сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства страны?
Отныне его смогут выдавать исключительно госучреждения, никаких частников. Перечень определит правительство. Таким образом, принцип теперь простой: не знаешь русского – поедешь домой. На одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за создание профессиональных площадок, где экзамены по русскому принимали бы квалифицированные преподаватели под контролем МВД, Минобрнауки и Рособорнадзора. Причем, как выразился глава Нижней палаты парламента, в таких местах должно быть установлено оборудование, как при сдаче ЕГЭ, с тем, чтобы никто уже там не мухлевал и не коррумпировал экзаменационную комиссию. Ранее Рособорнадзор направил предостережение российским вузам о недопустимости нарушений требований к проведению экзаменов по русскому языку. Любопытно, что в последнее время процент мигрантов, не выдержавших испытания, резко скакнул вверх с 5 до 30%. И еще красноречивая цифра. Было установлено, что около 5000 сертификатов липовые. Их владельцы практически не говорили на русском языке. Но, скорее всего, таких гораздо больше. Кстати, в Госдуме прозвучало предложение о переэкзаменовке владельцев сертификатов. Ряд частных посреднических организаций, прежде принимавших экзамены, не согласился с поправками в закон. Мол, это разрушает конкурентную среду. Коммерческий подход вообще даже не скрывается бизнес-экзаменаторами. Получается, Бастрыкин все же достучался? В последнее время Госдума заметно активизировалась. Даже мелькнула новость о том, что забыты старые обиды и есть взаимопонимание, даже взаимодействие со Следственным комитетом России. Александр Бастрыкин – сторонник комплексного решения миграционных проблем. Появление и принятие Нижней палаты парламента пакета из 5 законов, включая поправки, говорит о том, что такой подход находит понимание у законодателей, а Бастрыкин все же добился своего. Правда, вызывает недоумение молчание Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Телевидение вообще предпочитает обходить стороной эти острые темы, пока дело не коснется резонансного происшествия. Хотелось бы большей открытости и гласности в этой болезненной проблеме. Ведь жить вынуждены в нынешней, сильно неблагоприятной, а порою откровенно криминальной среде обыкновенные граждане, которым иногда начинает казаться, что они родились не в то время и не в том месте. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!